Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарность вам за то, что вы смотрите, за поддержку канала, за комментарии, лайки, подписки. Кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь. И повторяю еще раз по новым правилам YouTube, за один ваш лайк мое видео может быть показано, предложено 10 девочкам, поэтому очень вас прошу, поставьте лайк. Тема сегодняшнего расклада: кто вас ревнует и почему? Хотелось бы, конечно, более как-то масштабно посмотреть, чтобы это не один конкретный какой-то мужчина. Может быть, это кто-то ревнует на работе у вас, да, вас там, коллега по работе вас, за вашу деятельность. Может быть, подруги иногда ревнуют, иногда даже сестры могут ревновать. Разные бывают моменты, уже не знаю. Посмотрим, что у нас сегодня выйдет. Кто же вас ревнует? Для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, умница, красавица, пришла лучшая из лучших, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Угу. Неизменно. По крайней мере, очень часто выходит эта карта на вас, на вашу сигнификацию. Муза карта называется, яркая, вдохновляющая, интересно не просто там мужчинам, но и энергетикой своей вы как завораживаете, привлекаете к себе взгляд и женщин. Женщины на вас тоже обращают внимание. Многие хотят быть на вас похожими. Где-то, может, постараются перенимать ваши какие-то то ли манеры, то ли даже умение производить впечатление на людей, умение это обаять. Харизма ваша такая, знаете, с большой буквы. Умеете влиять на людей, привлекать эти же взгляды. Так, девушка, для которой очень важно любить, быть любимой. Тут сердечко открытое. Тут женщина, которая хотела бы в своей жизни выстраивать эти гармоничные отношения, с любовью относиться к людям и взамен эту любовь получать. Но тут почему-то показано, не получается. Как будто бы вы то можете с любовью и строите, пытаетесь так выстраивать эти отношения. Не обязательно с мужчинами, вообще с окружающим миром, с людьми. А тут что-то вокруг вас какие-то есть товарищи, которые вам совсем не товарищи, показана карта оппозиции. И может быть, эта ситуация еще с прошлого как-то вот тянется. Тут у кого-то показано в прошлом, то динозаврик, это карта в прошлого, была какая-то у вас такая, не знаю, ключевая какая-то, если можно сказать, такая ситуация. Это стало точкой отсчета. Вы начали интересоваться эзотерикой. Почему-то это сподвигло вас какая-то ситуация. У каждого разная, девочки. У кого-то это там запутанная, какая-то мистическая, какая-то была, может быть, вы попали в историю какую-то, где не могли все объяснить. Вот не смогли вы это объяснить нормально, как в плане, вам не могли это объяснить, вы обращались, может быть, даже за советом, помощью, а вам не смогли дать нормального, адекватного ответа. И вы, может, обратились, кто-то в эзотерику пошел, кто-то начал заниматься психологией, кто-то раскладывать таро смотрит, для того, чтобы тоже какая-то ситуация, что тут произошло, и вам хотелось бы разобраться, в чем дело, почему так произошло, к чему это, может быть, меня ведут, от чего меня отводят, да, может быть, вы думаете уже там, может, от чего-то не очень хорошего меня отвели высшие силы, тогда к чему меня это ведут. У кого-то так проиграется, у кого-то это ситуация, где вас не выбрали, где предпочли, там, может быть, мужчина предпочел вам другую женщину, иную, или, в принципе, какая-то ситуация тоже, где вы тоже пытаетесь докопаться до истины. Тут такой еще подтекст, женщина сама по себе очень интересна, тут вполне возможно, вам хотелось бы найти даже, если можно сказать так, ну, у кого-то свое предназначение, да, пафосно, можно скажу, у кого-то реализовать себя в полной мере, потому что тут таланты проходят. Так, у кого-то тут из прошлого идет вот, как, знаете, такое
урок девушка тут все-таки прошлое для себя какой-то прошла, осознала, что не мало быть просто привлекательной, интересной, со вкусной такой энергетикой, мало просто любить, там, где-то даже идти на компромиссы. Тут как будто бы вас вот эта история из прошлого какая-то подвела к тому, что для того, чтобы выстраивать гармоничные отношения, и в первую очередь не жертвить, не самой не стать жертвой там какого-то арбузера-абьюзера, то ну, и не выбирать для себя какие-то, знаете, не понижать планку себе даже во всем, то нужно отстаивать свои желания, свои какие-то мечты. Вот у вас есть какие-то мечты, свои даже границы, свои даже не знаю, как это сказать. В общем, вы к чему-то стремитесь, у вас есть какая-то своя мечта, вот тут как будто бы вас ведут к тому, чтобы, опять-таки, или свое видение взаимоотношений с людьми, свое видение отношений между мужчиной и женщиной, то вам говорят, что не нужно на какие-то компромиссы соглашаться, не нужно на что-то закрывать глаза. Тут вот вас ведут как будто бы в этом. Вот теперь вот вы как будто бы мостики, я могу считывать, что вы уже кто-то научился, кто-то сейчас в процессе находится, оппозиции. В процессе это карта оппозиция, того, где вы четко озвучиваете, что так не будет, как, допустим, вам кто-то навязывает. Вы не будете поддаваться там, ну, и проживать свою жизнь так, как кто-то хочет, как кто-то видит. Это может даже касаться близких, родных, да, какие-то родовые программки, установочки какие-то, навязывание вот своей жизни. Ну, у каждого своя жизнь, как будто бы вот тут что-то такая какая-то ситуация мне описана. Так, оппозиция, спрашиваю, о чем это? Это вы в оппозиции, это вы не хотите, опять-таки, где-то подчиняться, где-то прогибаться. Где-то учитесь даже, знаете, ой, ваша карта змея, это искушения, какие-то соблазны, карта письмо, книга, сердце и крест. Где-то вот оппозиция, вот это вот говорят, что вы могли очень, ну, очень долго на какие-то события в вашей жизни, на ход вашей жизни, вот даже вот как живете где-то, я не буду говорить, что вы там плыли по течению, но у кого-то какая-то зона комфорта была, она вас устраивала. Ну, вот так вот шаг за шажочком, где-то, может быть, вы даже не задумывались, чего истинно вы хотите, а то, чего хотели, может быть, даже не рисковали идти в это, не пытались это развивать, не давали сами себе шанса. Тут оппозиция, тут больше как будто бы вы сейчас, вот искушение, мне так идет, как будто бы искушение тут. Сейчас, девочки, оппозиция, искушение. Ну, как мне это видится? Будто бы вы даже сейчас пытаетесь где-то вырваться из какого-то замкнутого круга, из какого-то привычного алгоритма. Пытаетесь какую-то, может быть, информацию для себя собирать. Пытаетесь где-то даже проанализировать, почему ваши поступки, вот, так как вы в прошлом вели себя, в отношении тут любых людей, почему это как вот цепочка, вот это вот как цепочка ваших вашего, не знаю, поступков, вашего какого-то мышления на том этапе, вы так поступали, вы так это все себя видели в этом все. И это привело вас к какому-то результату. И этот результат вас не устраивает. При этом вы видите, что, так вот, как если проанализировать, то вы видите, что сердце, запрос на классные отношения, какой-то поиск родственных душ, на какое-то взаимопонимание. Это все не пропало, но вы как будто бы сейчас говорите, я буду стараться более как-то тщательно выбирать, может быть, партнеров себе во всех смыслах, там,
в работе, в дружбе, в любви, в партнерах по жизни. Как будто бы вы говорите, нужно мне сейчас, как будто бы, может быть, даже лучше разобраться в самой себе. Почему? Потому что я, может быть, давала шансы не совсем тем людям в жизни. Тут карта крест, тут как еще идет осознание того, что у кого-то благими намерениями выслана дорога в ад, кто-то из лучших самых побуждений где-то закрывал глаза на проявления людей, которые вас окружали, где-то осознанно шли на какие-то компромиссы, потому что надеялись, что там партнер осознает, партнер там оценит. А тут такой подтекст, что нифига никто вам по заслугам за ваши компромиссы, за ваше желание угодить, нифига. Это какая-то неправильная была установка. Тут из позиции послушной, удобной, вы надеялись, что опять-таки откроются двери, вам тут как-то воздастся по заслугам, а тут совсем другая какая-то реакция у людей. Тут похоже, как будто бы, приняли как должное и пользовались многие. Так вот поэтому показана карта оппозиции. Сейчас вы, в принципе, меняете свое отношение к людям. Где-то, наверное, какую-то свою жертвенность, где-то желание угодить, быть доброй, поддержать. Тут как будто бы идет большое уже, знаете, как через сито просеиваются люди. Вот тут и вы как просеиваете, вот как каких-то людей, как вы считаете, теперь нужно лучше человека 1000 раз лучше узнать, да, и судить по его поступкам, прежде чем к себе подпускать, и уж тем более какие-то шансы давать. Вот как-то так. Но при этом мне нравится, что тут карта сердца, тут карта сердца. Вы не закрываете свое сердце, сердечко, вы не схлопываетесь, но вы становитесь более как бы там избирательно, стараетесь к себе людей даже подпускать, круг общения какой-то вокруг себя пытаетесь сформировать, да, я выговорю сейчас. Ну да, как-то так вот мне идет по этим картам. У кого-то идет прямо позиция, кто-то, может быть, увлекается психологией, да, и начинает уже применять эти какие-то термины, старается уже из позиции того, что я узнала там про этих же абьюзеров, про манипуляции, вот пытаетесь уже даже на это опираться и как-то вокруг себя опять так в рамочке границы выстраивать, кому-то под зад ногой, кому-то под затыльник, кому-то просто озвучить, что мне это не нравится, я так не хочу, так не будет, у меня своя жизнь, у вас своя жизнь, у меня своя. Так как-то интересно, мне нравится. Так. Девочки, так, смотрим, кто вас ревнует и почему, да? Кто вас ревнует? Почему он вас ревнует? Кто вас ревнует и почему? Кто вас ревнует? И почему этот человек вас ревнует? Кто вас ревнует и почему? Кто вас ревнует? Почему он вас ревнует? Кто ревнует и почему? Начинаем, смотрим. В моей жизни было, довольно-таки часто меня подруги ревновали. Ну, так бывает. Не знаю, я когда-то в ранней юности, помню, кого-то ревновала. С подруг, я имею в виду. Так, ладно. Кто вас ревнует? Почему? Угу. Кто? Так, кто вас ревнует?
Ну, тут мне опять почему-то, не знаю, я вроде не хотела этого. Ну, тут как будто бы даже три линии идет. Так, это какая-то одна женщина вас ревнует. Да. Офигеть. Извините, тут луна вышла, еще раз карта. Девочки, сразу три линии, наверное, я не совсем правильно. В следующий раз так не буду делать, но раскладывать, я имею в виду, почему надо по поводу каждого человека, который конкретно. Но я отчасти так и разложила. Посмотрим, такой вариант, такой формат, может, к чему-то новому приведет. Смотрите, тут вас ревнуют трое, можно сказать, тут двое людей. Тут женщина одна ревнует, причем женщина показана хранительница. Тут вполне возможно вы с этим человеком связаны, тут у кого-то даже какие-то родственные узы, кровные узы. Это может быть мама, это может быть тетя, там, ну, тут не подруга, а тут скорее дом, ребенок. Тут сестра может быть, вот так вот как-то. Причем женщина вполне возможно уже возрастная, да, у кого-то идет такой, как будто бы она вас может воспринимать где-то, не то, что там снисходительно, с любовью, даже как ребенка своего, почему я сказала. Общий дом, тут как-то так. Показана эта женщина очень упрямая. Эта женщина, при том, что она упрямая где-то, но она по карте хранительница, она мудрая, она уже наделена какими-то знаниями. Тут старается, в принципе, себя мудро вести. Но тут показана какая-то вот ревность с ее стороны. Показано, что ей тяжело. Тяжело, карта дом, ребенок. Может быть, у кого-то даже проиграется. Не знаю, почему-то сегодня так три показано. Тут женщина, тут мужчина, а тут прям коллектив женский какой-то вышел мне. Это как будто элементы ревности есть. Может, для вас это там подсказочка какая-то будет. Так вот эта женщина, вот так очень похожа, какой-то архетип, знаете, мамы или заботливой какой-то тетушки, или у кого-то даже бабушка может проиграться. Ну, тут, не знаю. И тут ревность какого рода? Тут как будто бы женщина привыкла, я повторюсь, она не глупая очень. Тут нет такого, что там самодурство какое-то, да, там тут эта женщина, она привыкла, в принципе, может быть, как-то мягко так манипулирует. Тут какая-то игра, смотрите, с ее стороны. И первая карта упрямства. Она не хотела бы отказываться от этих моделей управления, навязывания где-то своей там, ну, воли, своего видения жизни. Тут карта игра, желание привязать вас, ну, привязь, да, связать как-то, привязать, может быть, к себе. И карта карма, как будто бы она уже где-то отчасти поплатилась, она могла перегнуть палку. Эта история, допустим, пример привожу, когда мама, уже возрастная мама, по-своему где-то реализованная, где-то не реализованная, но у нее в жизни уже все более-менее выстроено, и она до сих пор может относиться к вам, если вы ее дочь, да, как где-то к своей собственности, где-то идет, может, даже игра какая-то, желание вас привязать, где-то вызвать у вас даже вот эту вот какая-то выученная беспомощность.
То есть тут история о том, что нужно сепарироваться, максимально где-то рамки эти границы выстраивать. Но эта женщина не особо к этому готова. Не могу сказать, что тут злостная, но почему-то ей очень тяжело от того, что, допустим, если вы, тут у вас там разные, как смотрите, карта тяжелая ноша, дом и ребенок. У кого-то, вот из этих женщин, допустим, тяжело, там, вы, может, живете где-то в отдалении, или ей бы хотелось, чтобы вы больше, чаще к ней как-то проявлялись, где-то даже интересовались ею, даже просили у нее совета. Вот тут такое, девочки, идет. Тут как будто бы она чувствует, что она вас теряет, что у вас какие-то другие в жизни приоритеты. Оно то и понятно. Но вот эта женщина вас просто как вот ревность мы спрашиваем. Тут ревность, тут карта башня стабильная, и тут упрямство. Где-то она из состояния того, что она привыкла, может быть главной, где-то для вас быть вот этой вот, тут даже может быть как опорой, где-то как она привыкла быть, опять-таки, какой-то вот, ну, управлять даже где-то вами подсознательно. Вот. А тут как будто бы вы живете своей жизнью. Вы, вот тут как-то кто-то упорхнул, кто-то планирует вообще максимально далеко куда-то съехать, отъехать, живет своей жизнью. Понятно, что у вас новые там какие-то увлечения, может быть, мужчина новый, семья у кого-то. Но тут вот какой-то такой подтекст, что эта женщина, ей бы так хотелось и дальше быть главной, так хотелось бы, чтобы вы там обращались к ее, вот, она считает себя мудрой, ну тут и она действительно мудрая в чем-то. Вот тут как бы ей не хотелось бы, чтобы вы превращались в какого-то чужого человека, отдалялись от нее. Вот, ну как-то так, девочки. Вот, и ревнует вас, тут я думаю, как-то к тому, что вы выросли, к тому, что вы уже, может быть, в ней не нуждаетесь. Где-то есть какие-то люди, которые для вас более интересны, более какие-то важные. Где-то у вас жизнь более какая-то яркая идет. Вот как будто вот к этому она ревнует. Ну, что вышло, то вышло, девочки. Так, давайте дальше. Дальше вышел мужчина у меня. Мужчина, который видит вас женщину, карта сила, женщина, которая может приручить любого. Тут мужчину, Льва Львовича, кого хочешь, тигреноча какого-то, дьявольски привлекательная. Тут между вами какая-то не совсем это здоровая история. Тут дьявол, сексуальное влечение, ну, с его стороны, может быть, и с вашей. Но, скорее всего, что вы через это уже прошли, перешагнули, пошли вверх по этой лестнице, где-то в свое какое-то новое, настоящее, будущее, как-то так. Но вот эта вот связь по дьяволу, сила, тут две карты говорят вместе, что это, знаете, какая-то роковая любовь, не любовь, но влечение какое-то больное. И вот он вас ревнует. Тут вы для него таки остаетесь, знаете, этим желанным лакомым кусочком. Мужчина могла у вас быть, ну не буду говорить, что большая любовь, тут интрижка могла быть. И ему хотелось бы где-то также, может быть, тайно, где-то этому мужчине с вами где-то пересекаться, где-то как-то вот, тут нет такой истории, что там идти во что-то такое прям, может быть, мужчина и не свободен, да, вот такой вообще формат идет, как будто мужчина может быть не свободен, или какие-то варианты у него есть, при этом сильно развивать отношения, сильно вкладываться, тоже этого не вижу. Просто ему хотелось бы с вами, тут яркого секса хотелось бы, каких-то таких впечатлений ярких. И он где-то на вас подвисает, где-то зациклился даже на вас. Какой-то, может, у вас типаж такой, знаете, что его цепляет, тут все вместе сошлось. И при этом его еще цепляет то, что ну, тут ревность идет. Почему-то он видит вас женщиной, которая, ну, не только, допустим, с ним может какие-то эти истории проживать. У вас выбор есть. У вас есть выбор, а ему хотелось бы вот как паук сидит там и вот себе заполучить вас. Но тут карта идет дальше перекресток, она такая отчасти как магического, с магической колоды. Вполне возможно, что он планы такие строил, а потом какое-то такое стечение обстоятельств произошло, и все. И вы, может быть, были в этих отношениях, или у него было ощущение, что он может вас там где-то удержать, на время вы могли быть, а потом все, как будто бы расстались, вы пошли своей дорогой.
Ну, такое что-то. Или как минимум вы стремитесь к тому, чтобы из этих вырваться каких-то отношений, пойти опять-таки вверх в свое лучшее, настоящее будущее. Но тут какая-то история. Вот этот мужчина вас очень ревнует. Тут чисто сексуальный такой подтекст. Ему не хотелось бы, чтобы вы с кем-то еще проживали те же какие-то эмоции, в кого-то, может быть, влюбились, с кем-то там у вас были яркие, незабываемые моменты, назовем это так. И еще мне вышли женщины, смотрите, тут вообще картина очень странная. Ревнуют вас, как какая-то группа женщин. Это, знаете, как будто бы вы могли, допустим, с кем-то вместе, допустим, в институте, да, пример приведу, у всех разный, у кого-то это трудовой коллектив, тут какое-то количество женщин. Это может прям быть группа лиц женского пола, да, допустим, 4 девочки, тут 4 изображено, подруги, вот как дружили, да, допустим, у нас тоже там было в свое время там такой плотный коллектив, 4 девочки, мы вместе дружили. И вы друг друга, допустим, знаете уже длительное время. Вот тут тоже может быть такое. Причем по карте вот Луна, и тут у меня карта Луна вышла. Знаете, тут как будто бы женщины, почему-то мне такой идет подтекст, вот, не знаю почему. Тут женщины друг друга очень хорошо знают. Это может быть даже подруги там с детства, я говорю, юности. У кого-то это женский коллектив на работе, где тоже девочки между собой дружат, общаются. Но при всем при этом тут я не вижу каких-то действительно искренности, желания где-то счастья друг другу, желание того, чтобы там человек чего-то достигал, реализовывался. Вот тут какое-то такое идет вот от этих карт, что, может быть, вы даже, находясь в этом коллективе, подстраивались под этих людей, старались, ну, как бы, выжить там, да, как будто бы где-то разделяли их точку зрения, где-то у вас была общность какая-то. В принципе, как будто бы вы могли понимать, что лучше быть частью этого коллектива, чем противостоять. Ну, вот как-то так тут идет вот такое что-то. И пока вы были вот такой, типа, удобной, пока вы были хорошей девочкой, да, тут говорят, что, ну, как-то оно так, как-то оно, отношения и выстраивались, и как-то оно все так и было. Может быть, вам вы на взаимовыгодных каких-то условиях, вы были частью этого коллектива, этот коллектив от вас какие-то профиты получал. Я не знаю, тут какой-то вот такой подтекст, что это было взаимовыгодно где-то, но при этом, на самом деле, если копнуть поглубже, истина этой дружбы, истинного этого взаимопонимания, поддержки и желания того, чтобы ближний там рос, развивался, счастливым был искренне, какой-то был яркой какой-то единицей, самостоятельной. Нет, этого не было. Тут нет, тут такого близко нет. И тут вот вас ревнуют, вот это вот какой-то коллектив этих лиц. И тут карты страхи. Почему истина? Почему? Потому что у этих женщин, может быть, возьмем рабочий момент, да, потому что все-таки как-то, если это подруги детства, наверное, это не совсем, хотя не знаю, бывает по-разному. Хорошо, если это рабочий какой-то коллектив, вот смотрим, то вполне возможно, они остаются, не буду так говорить так некрасиво, на том же уровне развития. У каждого свое, у каждого там стремится к чему-то. Но в общем, как будто бы их объединяет какая-то вот по карте Луна, где-то неопределенность, где-то такое состояние туман, неопределенность, неясно, кто друг, кто враг, какое-то такое состояние очень неустойчивое, в общем-то, как-то, при всем, что они друг с другом как будто бы сплоченно могут общаться, как-то что-то их объединяет, но при всем этом, вот если копнуть, то там какая-то муть, неразбериха, неопределенность. И на самом деле вот на карта Луна, это же классики, это с одной стороны собака, а с другой стороны волк изображены. Ты не понимаешь, что человек на самом деле друг или враг. Ты можешь развернуться в один момент, и тебе кинжал помеж лопаток прилетит. И не просто даже от одного, ну что это же коллектив так вот сплотиться против тебя в один момент. Вот тут какой-то такой подтекст. И вот эти вот, ну тут ревность идет с их стороны, а отчасти она, как вам сказать, отчасти она спровоцирована какими-то ихними страхами и, может быть, неопределенностью в жизни.
Может, они смотрят на вас. Тут карта мастер и ваша карта. То есть это мне говорит о том, что вы то ли начинаете какое-то свое новое дело, в начале пути, или вы, может быть, как-то так себя начали вести, не совсем стандартно. Ну, раньше вы так себя не вели. Или тут вы в открытую, может быть, показали уже, что вы не согласны быть удобной, вы не готовы там прогибаться, вы не готовы отыгрывать их сценарий, ну, роль, которую они вам там себе... Вам, подождите, сейчас я заговариваюсь, роль, какую они вам, типа, вам была уготована, да, в их понимании, а вы вышли из этой роли, вы как-то пытаетесь, карта мастерство все-таки, у кого-то это обучение, у кого-то это желание где-то какую-то планочку поднять, чем-то заняться, во что-то пойти новое, может быть, элементарно... Там повышение курса, повышение квалификации, может быть смены, да, род деятельности поменяли, может какое-то даже знакомство с другими людьми, которые в перспективе вам может принести там, ну тут нет того, что там вы кого-то используете, но даже вы познакомились с какими-то людьми, это новые люди. И благодаря этим людям вы даже себе эту планку подняли, благодаря этим новым людям вы смотрите, ага, раз у них получилось в чем-то, значит и у меня получится, какое-то мышление у вас поменялось благодаря, допустим, новым знакомствам. Вот какой-то такой новый поток, новая энергия от вашу жизнь как будто бы входит, и они это считывают. У них страхи по поводу того, что, ну, знаете, ничего так в жизни не радует, как счастье подруги, да. Вот тут такое, вот эта фраза, это так, проиграться может быть. Они остаются в том, что они находятся, как будто бы, но при этом они смотрят на вас, что вы рискуете, вы идете во что-то, у вас что-то как будто бы наклевывается даже, не факт, что получается, а наклевывается, и вот у них ревность, как она посмела, как она вообще, ну тут не то, что там есть желание вам радости, счастья, там благополучия, там или поддержки, нет, тут такое ревность, что оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем, знаете, это мультик такой есть. Ну, как будто бы оставайся с нами, оставайся на этом же уровне, на котором ты была, куда ты. При этом их страхи, их могут тут и задерживать, там, где они находятся. Вот как-то так, тут у кого-то так проиграется. Почему-то такие вот мне энергии идут. Я не знаю, с чем это связано. Если это подруги детства, то тоже какой-то коллективчик такой сформировавшийся, и сформировалось мнение о вас, то тут вот эти тоже они озадачены. Ого, а что это она новое что-то решила? Тут, может быть, вы это всю жизнь там, я не знаю, чем вы там занимались, почему мне в голове это химик, химическая какая-то отрасль, там вообще что-нибудь такое, или экономист, у вас какой-то такой был, как это правильно, упорядоченный образ жизни, рациональный, а тут бабах, они узнали, что вы там решили это флористом стать, да, приобрели магазин, цветы какие-нибудь, да, и они офигели. И в плане тут тоже ревность, а как это она чем-то новым занялась, это вообще абсолютно выбивается из их этого видения мира и видения вас в этом мире. Вот что-то тут такое, девочки, вот тут что-то такое. Радостью за вас и пахнет. Вы мне напишите, я и не сомневаюсь, да? Так, ну давайте посмотрим все-таки, почему вас ревнуют. Ну, я в общем, это получается, я сейчас это подытожу, это подходит в принципе, может быть не подходит под первую, потому что там все-таки родной какой-то человек, и женщина там, я думаю, вас как ребенка воспринимает. Это может быть даже ваша какая-то подруга, она более опытная, более какая-то уже, может кто-то возрастная. Это, наверное, не подойдет под это, под первый самый, который озвучила вариант, но под остальные, второй, третий, это подойдет. Хотя я вам говорю, я делаю на один вариант, это просто сегодня такой вышел, не знаю, какой-то формат интересный. Почему вас ревнуют? Вот эти люди, может мужчина тут ревнует, потому что вы пытаетесь вырваться, и тут какой-то механизм, вот вы как принадлежали
не знаю, что были частью какого-то механизма, вот какой-то, некрасиво скажу, вот какой-то вот частью, шестереночкой в этом механизме, слаженном, оно из года в год так работало. И они это воспринимали вас как часть себя, часть вот этого коллектива, часть социума какой-то. Им было все ясно и понятно. Сейчас вас они воспринимают по карте королева огня. Страстная, яркая, сексуальная, полная энергии, полная женщина, которой, знаете, прям горит, желает что-то изменить в своей жизни, получить. Вот это вот карта вопрошающей женщины, и тут карта королева огня. Тут она эротическая колода, поэтому не буду тут сильно открывать. Но тут женщина открыта для всего, для нового в ее жизни. Как будто бы вы вообще, страхов у вас нет каких-то. Вот сейчас вот такой вас воспринимают. Поэтому тут карта ревность, тут идет карта мстительность. И карта желания, вот как женщина завязанные глаза. Им бы хотелось, чтобы опять вам вновь, вам эту повязку на глаза надеть, чтобы вы не видели, что вокруг вас какие-то есть перспективы, шансы какие-то, может быть, новые люди, новые мужчины, тут даже если это мужчины касается ревность. Хотелось бы, чтобы вы так и пребывали вот в позиции вот этой вот, извините, как часть этого механизма где-то. Ни в коем случае не снимали эту повязку, ничего хорошего, чтобы вы иного, другого, мало того, что не видели, чтобы еще и не предпринимали, чтобы вот как находились вы в этой зоне, так сказать, комфорта, в этом болотце, в этом каком-то уже спаянном механизме, вот так, чтобы там и находились. Опять-таки ревнуют. Почему? Потому что для многих вы являетесь, вот карта тут такая, какая-то вулкан-талисман, я это буду считывать, что для многих вы являетесь женщиной, которая где-то их вдохновляла, может, от вас даже не брали эту энергию, может быть, у вас на каком-то, в принципе, вы были, допустим, изначально там энергетически наполненная, там жизнерадостная, общительная. Может быть, вы их поддерживали. Тут такое тоже идет, как будто бы ресурс не хотят люди терять. Может быть, до какого-то определенного момента вы были вот такой наполненной, но сами, знаете, теоретически, да, могли рассматривать какие-то варианты, но не шли в свое развитие, конкретно, может быть, не меняли сферу деятельности, не пытались там реализовать, улучшить свою жизнь вот глобально как-то. А вот на фоне их в тот момент просто как будто бы могли даже их вдохновлять на какие-то хоть мелкие поступочки, хоть как-то, ну, наполнялись люди за счет вас, вот другими словами, как я могу сказать. Вы являлись каким-то этим самым талисманом для них. Даже где-то за счет вас могли люди самоутверждаться, да, при том, что увидели, допустим, вашу привлекательность, там ваши даже таланты какие-то, но видели, что вы не развиваетесь дальше, а они за счет вас могли там где-то, да, себе ставить галочку, говорить, ну, вот, а я тут по сравнению с ней там что-то там достигла. Ну, это такое, примерно, это у кого-то такое может быть. Почему-то мне так. А тут как будто бы они теряют вот это вот вас. Вы уже не будете там никому не заглядывать ни в рот, вы не прислушиваетесь, вы занимаетесь своей жизнью, какая-то реализация, вы для себя на первом месте. Вот тут вот это вот как будто бы людей может выводить из себя, вот поэтому вас ревнуют. Опять-таки ревнуют почему? Потому что вас видят карта дьявол. Женщина, которая на самом деле не такая простая, может быть, как им казалось раньше. Женщина, которая, может быть, даже им кажется, что вы как скрывали часть себя. Какие-то у кого-то амбиции. Они у вас до поры до времени могли и не проявляться. Я это так, ну, считаю, по дьяволу. Тут, может быть, даже они столкнулись с тем, что, оказывается, я ее совсем не знаю. Она не совсем та, ну, за кого она себя то ли выдавала. Я не думаю, что вот сознательно. Просто часть вас, как можно сказать, была не проявленная. А тут вот пришло время, ваше время, вот, и они вас видели с другой стороны, и они где-то офигели, честно говоря, для многих это потрясение. Допустим, они вам какую-то вот нишу в своей жизни выделили, да, вот поставили вас на какую-то вот там полочку, вот, и вы отыгрывали какой-то сценарий в их понимании, вот там
подруга, которая, допустим, занимается этим, допустим, да, женщина, от которой можно ждать вот этого, все. В чем-то удобно, в чем-то можно прийти, обратиться за помощью, в чем-то там она поддержит, наполнит, там хороший собеседник, еще что-то. А тут вы с этой какой-то полочки куда-то соскочили, вообще непонятно куда. У них даже полок уже этих нет таких, ну, куда вас и какую нишу вас определить. Тут как будто вы что-то такое вот, в их понимании. То ли пытаетесь, то ли изменились уже, то ли, ну, как выбиваетесь из этой матрицы, из этого какого-то образа жизни меняете, мышление ваше поменялось. Вот что-то такое тут идет. Опять-таки, почему, ну, ревность, тут если это мужчина, то по дьяволу вы так же привлекательны, как и были, и созависимые какие-то отношения, или тут зависимость от вас, она так и сохраняется. То есть какой-то ваш типаж, ваши какие-то проявления, вот его как цепляли по дьяволу, так и цепляет. И фиг он там от этого пока избавится. Что-то тут такое тоже, мало этого. При этом тут как будто бы пришло осознание к людям, резко, того, что вам с ними не по пути, вы как будто бы выбираете свой путь, свою дорогу, где-то по карте звезда, где-то они у вас видят какие-то такие проявления, тут в плюс вам, они видят вас, женщину, которая действительно может пойти за своей мечтой, добиться желаемого, действительно, вот если у вас есть там видение себя, в чем вы хотите себя реализовать. Это новая какая-то профессия. Я повторю сюда. Что-то мне пример этот захотелось привести. Тут даже не в плане материалки. Тут в плане того, как будто бы вы для себя какую-то эту повязку сняли с глазок, и вы на свою жизнь посмотрели по-другому, как будто бы вы захотели чего-то, ну, чего-то такого, вот, о чем они даже и не мечтали. Понятно, у каждого свои мечты, там разные мечты, но тут как будто бы они понимают, что вы действительно можете дойти до конца, успешно это все реализовать, быть в этом успешной, гармоничной, счастливой, и от этого кайф, радость получать. Как будто бы вы в них не нуждаетесь абсолютно. Они в вас нуждаются, эти люди. Вот почему-то. У кого-то это поддержка, подпитка, у кого-то это наполнение. Кто-то за ваш счет самоутверждался. Кто-то, если это мужчина, то это страсть, секс, там, влечение к вам. Опять на фоне вас, благодаря вам человек мог чувствовать себя ресурсным, интересным, желанным. И тут в один момент они доходят, а ваши дороги расходятся. Карта тут звезда, это охлаждение, это у каждого свой путь. Мало того, что каждый путь, и при этом у вас как будто бы вы себе там такие цели поставили, по крайней мере, они это считывают. Как будто бы у вас своя жизнь, и при этом вы не собираетесь планочку понижать вообще и близко. И они уверены, еще больше вот эта ревность, потому что они уверены, что вы это можете реализовать. И даже не при помощи кого-либо, как будто бы они у вас увидели этот потенциал, у вас это желание жить и радоваться. Еще тут такое, как будто бы подтекст идет, что вас воспринимает женщина, которая в один момент могла как прозреть, осознать, что ни одна сволочь мне больше вот эту радость не испортит мою жизнь, да, вот это вот мой полет, танец жизни, радость какую-то. Нет, я сама в ответе за свою жизнь, я сама в ответе за свое какое-то вот эмоциональное состояние. И что бы кто ни творил, тут такой еще подтекст есть, как будто бы вот они это считывают, что вы так на это смотрите и думаете, да вы что-то хотите, творите со своей жизнью, со взаимоотношениями. У меня свое видение жизни, и я буду счастлива, радостно, счастливо идти в свое настоящее и в будущее. Вот тут как-то так, девочки. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч. Спасибо за то, что вы со мной.